Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим об одном очень интересном упражнении, которое поможет вам решить проблемы с шеей. Итак, основные проблемы, связанные с шеей, вызваны тем, что у вас перенапрягается, укорачивается задняя поверхность шеи. С чем это связано? В чем причина? Причина очень простая и банальная. Это выдвижение головы вперед. Вот у этого выдвижения головы вперед есть разные причины. Это может быть и таз, и ноги, и мышцы живота. Сейчас я об этом рассказывать не буду, об этом куча других роликов. Но при вот таком выдвижении головы что происходит? Как следствие выдвижения головы у вас происходит перенапряжение мышц задней поверхности шеи. Особенно подзатылочных. Потому что вы фактически стоите, задрав голову вот так. Только вперед. Вот я задрал голову, опускаю. А положение первых позвонков, оно также осталось, оно не изменилось. Вот. И при постоянной вот такой перегрузке мышцы сначала перенапрягаются, они начинают болеть от перенапряжения. Но тело из экономии начинает укорачивать эти мышцы, потом боль в самих мышцах исчезает, у вас шея не болит. Но короткая мышца начинает сдавливать шею, и у вас начинается остеохондроз. Диски деградируют и возникают грыжи. И тогда на сцену выходят корешковые синдромы, то есть все, что связано с остеохондрозом. Головные боли, потеря памяти, головокружение, чувствительность на погоду. Вот как у меня проблема со зрением, там, шум в ушах, там, онемение рук, там, холодные руки и так далее. Все это проявление вот этого остеохондроза шейного. И неврологи прекрасно все это классифицировали, описали, где какой корешок вызывает, где какую проблему и так далее. Все это можно найти в литературе, но я сейчас хочу поговорить о том, как вот это все самостоятельно пытаться решить. Ну, даже если не на 100%, хотя бы сильно себе помочь. И есть одно замечательное упражнение, которое можно делать везде. Я его часто делаю, когда стою на светофоре, чтобы не терять время. Можно делать в метро, можно делать на работе, можно делать сидя. Даже можно при ходьбе делать, но это не очень удобно. Лучше в статике. Вот. И что же это за упражнение? Оно очень простое и со стороны почти незаметное. Даже люди могут не понимать, что вы его делаете. Этим оно хорошо, потому что в современном мире люди ходят на работу, некогда им делать зарядку, упражнения, в спортзал ходить. А проблема с шеей существует, особенно у офисных работников. И вот это вполне можно делать в офисе. Как оно делается? Вы просто берете и выдвигаете подбородок назад, одновременно наклоняя голову вперед. То есть вот если руки это моя голова, то вы делаете вот так. То есть наклоняете, выдвигаете голову назад и одновременно тянете макушку вверх. Вот так. Как это выглядит? Давайте я вам покажу вот на своем примере. Вот. И если вы заметили, у меня сейчас рост увеличился. У меня увеличился рост. И я чувствую натяжение именно с задней поверхности шеи, особенно подзатылочных мышц. Вы должны почувствовать натяжение прям до боли. Мне сейчас уже не так больно, а поначалу прям я чувствовал сильную боль. И аж до головной боли. Потому что мышцы начинают сдавливать позвонки во время этого упражнения. Поэтому начинать можно, так, спокойно, постепенно увеличивая по мере растяжки. И все, вы встаете и держите в такое положение. Это как асана йоги, да? Встали и держите. Делать надо, чем дольше вы так стоите, тем лучше, потому что растяжка идет от времени выдержки. Если же у вас состояние серьезное и сразу трудно, начинайте с 10-15 секунд. То есть вы встали и считаете. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Отпустили. Чуть отдохнули, опять. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Но тяните сильно тогда, если вы коротко делаете, чтобы мышца растягивалась. Вот это 2 подхода, потом 3, 4. И сделайте так 10, 20, 30 подходов. И вы почувствуете, что шея хорошо растянулась, именно задняя поверхность. Особенно ценно, что в этом упражнении растягиваются подзатылочные мышцы, которые блокируют атлант.
Вот есть такие шарлатаны, которые правщики Атланты, у которых во всем виноват Атлант, да? Вот. Я у них был, называется 10 тысяч, 15 минут, пошел нафиг. Завтра все то же самое. То есть практически впустую тратишь время, еще и адски больно. Вот. Но все самостоятельно можно сделать. Конечно, это займет больше намного времени, тем не менее, это очень ценное упражнение. Вот. Но по мере освоения вы начинаете уже держать так минуту. И обязательно делайте несколько подходов. Потом 2, 3, 5 минут и так далее. И таким образом снимете напряжение шеи. Самое интересное, что оказалось, что вот это упражнение было известно в древности. Оно, конечно, было более широкое, и называлось оно «большое дерево» в цигуне. То есть я когда занимался цигуном, джуньюан цигуном, я теперь понимаю, что это упражнение было объяснено и неправильно, и делал я неправильно. И последователи не понимают, как его делать, потому что слишком увлеклись мистической ци. А это упражнение фасциальное, никакое оно не энергетическое. То есть как выполняется большое дерево? Да? Там подтягивается таз вперед. Таким образом натягивается передняя поверхность бедра, задняя сокращается. То есть будет меняться положение таза. Потому что обычная проблема это наклон таза вперед. Здесь. И поднимается грудная клетка, тогда будут растягиваться мышцы живота. У кого-то прямая, у кого косая, у кого какая. И следующее натягивается макушка вверх вот так и подбородок назад. Будут растягиваться мышцы шеи. И когда вы ставите руки вот так, чуть-чуть вниз, тогда будет растягиваться трапециевидная мышца, которая также укорачивается вот, при выдвижении головы вперед. И таким образом вот стоят в этом положении. Это, конечно же, трудно. Конечно, трудно, но это как асана в йоге. Вот вы встали, вы ее должны держать. Вот до боли в шее. Конечно, надо регулировать такую нагрузку, чтобы вы могли какое-то длительное время стоять, потому что растяжка, перестройка осанки идет именно от времени выдержки, а не от степени боли. Вот. И там, конечно, есть еще мыслеобраз. Представляют дерево, потому что дерево ветки вверх растут, а корни вниз. То есть мыслеобраз позволяет как бы растянуть позвоночник в этом упражнении. Но мыслеобраз это вторично. А вот я занимался там, как раз мыслеобраз было первично. Все стояли, кто как хотел. Вот так. И могли целый час так стоять. Конечно, так целый час выстоишь. И вот только представляли, как они получают энергию. Но не будет изменения осанки, не будет полного эффекта от этого упражнения. Лучше его сделать там 5 минут, но с вытяжением именно мышцы фасций. Тогда будет меняться осанка, будет меняться положение позвонков и будут уходить проблемы. Вот. И тогда это упражнение действительно будет эффективно. Вот. Ну, пусть на меня не обижаются последователи цигуна. Я очень уважаю эту систему. Но, тем не менее, считаю, что вот возникли такие заблуждения, связанные вот с тем, что увлечением мистической ци. Потому что люди не понимают, что такое ци и так далее. Да? И поэтому вот себе фантазируют много, а на самом деле упражнение имеет простой как бы смысл. Простой смысл, если его понимать, начинаешь делать правильно, даже без объяснений учителя, ты сам понимаешь, как его правильно делать. И тогда получаешь результат. Вот, надеюсь, что это все было понятно и полезно. Всем удачи!